Всем привет, друзья! Это продолжение видео, в котором я пытаюсь вырастить самое древнее существо на планете, которое появилось 200 миллионов лет назад и с тех пор совершенно не изменилось. Это триопсы, ракоподобные существа, похожие на трилобитов. Только трилобиты вымерли еще во времена динозавров, а вот триопсы сохранились. И я купил песок с яйцами этих удивительных существ. Эти яйца меньше, чем песчинка, но они могут выживать в экстремальных температурах многие годы, чтобы потом ожить, когда окажутся в воде. И вот что я увидел через 24 часа. Это маленькая белая точка и есть новорожденный триопс. Древнее существо, которое жило еще во времена динозавров. Эти существа очень быстро растут. И вот как они выглядели через 10 дней. Смотрите, уже можно увидеть все части тела. Хвост, глаза, лапки. Это удивительно. Посмотрите, какие они милые. Своими маленькими лапками они постоянно перебирают песчинки в поисках еды. Кстати, я кормлю их один раз в день вот этим кормом, который нужно давать очень маленькими порциями. Корм опускается на дно, и там его поедают триопсы. Кстати, я вижу еще маленьких новорожденных особей. Вон, посмотрите, белые подвижные точки. Наверное, не все яйца просыпаются одновременно. Я очень надеюсь, что большие триопсы не съедят маленьких новорожденных триопсов. А вот как выглядели триопсы на следующий день. Я думаю, вы и сами видите, что они с каждым днем увеличиваются в размерах. Большую часть времени эти удивительные существа ползают по дну в поисках еды. Вот этот, пожалуй, один из самых крупных. У него пока еще прозрачное тело и можно наблюдать процесс пищеварения. Судя по цвету его внутренностей, он наелся каких-то зеленых микроводорослей. Видно, как он перебирает своими лапками песок и собирает все съедобное. А этот малыш решил сделать не так, как все, и плавает животом вверх у поверхности воды и тоже что-то там собирает. А еще я хочу установить фильтр в аквариум с триопсами, потому что если всколыхнуть воду, то можно увидеть вот такие полупрозрачные частицы. Это сброшенные панцири триопсов. Они очень загрязняют воду, и нужно их удалять при помощи вот такого фильтра. Внутри коробки я нашел переходник с китайской вилки и сам фильтр. У этого фильтра прозрачный корпус, и он вешается на стенку аквариума. Вода затягивается в эту трубку, потом фильтруется внутри и выливается отсюда в виде водопада. Также в коробке я нашел трубки и пористые насадки на эти трубки. Вот так собирается этот фильтр. Кстати, зачем вот эта резиновая трубочка, я так и не понял. Напишите, кто знает. А потом я подумал, что самые маленькие триопсы могут быть затянуты внутрь фильтра через эту губку. И решил пока что ее снять и заменить на что-то другое. Я нашел вот такую сетчатую ткань с очень маленькими дырочками и при помощи резинки установил ее на конец трубки. Теперь малыши-триопсы будут в безопасности. Ну что ж, давайте повесим фильтр на аквариум, и осталось только залить в него воду, а заодно и добавить свежей воды в аквариум. Потом я включил фильтр, и он заработал. Смотрите, вода затягивается в эту трубку, поднимается вверх, затем проходит через фильтр, очищается и выливается обратно. Теперь у триопсов вода будет фильтроваться. Кстати, посмотрите, на сеточке уже прилипло множество старых панцирей, так что фильтр реально работает. А вот, друзья, смотрите, уже 15-й день с того момента, как я высыпал песок и залил его водой. И посмотрите, как они выросли, посмотрите, сколько их. Вот, особенно крупные внизу. Смотрите, смотрите, класс! Какие же они прикольные!
Вау, у них столько ножек, они действительно похожи на каких-то трилобитов, и они жили в те времена, когда жили трилобиты, но трилобиты вымерли, а эти существа живы. Посмотрите, сколько их сверху вон плавает. Круто, да? Вот, кстати, видно остатки сброшенного панциря, их очень много, этих панцирей, они постоянно растут и сбрасывают их. Я, кстати, поменял уже, поставил эту вот сеточку на фильтр, потому что они крупные уже стали, не попадут туда, в эти щели. И, в принципе, вода довольно неплохо фильтруется. Посмотрите, какая прозрачная, чистая, хорошая вода. Круто, они растут реально прямо на глазах. И, кстати, они уже перестали быть прозрачными, тело обретает цвет, и скоро они еще больше потемнеют, я надеюсь, вырастут до очень больших размеров. Я смогу их взять в руку, прям как на том видео. И, кстати, они очень прожорливые, постоянно что-то едят, и нужно обязательно не забывать их кормить. Вот я подготовил им корм, потому что если кормить недостаточно, они просто могут начать съедать друг друга, а мне бы этого не хотелось. Итак, давайте добавим корма. Смотрите, корм специальный, он опускается на дно, и там они его будут собирать. В общем, триопсы очень хорошо и быстро росли и развивались. Некоторые особи уже стали довольно крупные и выглядят уже как взрослые. И мне очень нравилось наблюдать за их поведением. Я очень ждал, когда мои триопсы вырастут и достигнут максимальных размеров, но, к сожалению, что-то пошло не так, и мои триопсы начали умирать. Каждый день я находил одного или двух мертвых особей. И вот спустя 30 дней, после того, как я высыпал яйца в аквариум, у меня осталось всего 2 триопса. Я не понимаю, почему они все умерли. Триопсы выглядели очень активными и вдруг оказывались мертвыми. Они очень хорошо ели, росли, сбрасывали панцири. Вот, кстати, смотрите, свежесброшенный панцирь. Я очень надеялся, что хотя бы эти двое выживут и вырастут, но надежды были слабые. Один из них очень активный, а второй уже, смотрите, не двигается и сидит на дне. Я аккуратно потрогал его пинцетом и увидел, что он уже еле двигается. Я просто не понимаю, в чем причина. Вода чистая, корм есть, что еще нужно? На следующий день я обнаружил мертвым последнего из триопсов. Он лежал на дне и не шевелился, хотя еще вчера очень активно плавал и ел. В чем же причина, как вы думаете, друзья? Напишите в комментариях, кто разбирается. Но на этом плохие новости не закончились. Также сегодня я обнаружил, что умер мой маленький скорпион Androctonus australis. Это самый ядовитый скорпион в мире. Он был очень активный, у него была одна линька, он хорошо ел и вдруг стал мало двигаться, мало есть, и сегодня я увидел, что он умер. Это очень печально, когда умирают питомцы, но, к сожалению, такое случается. Даже когда стараешься сделать самые лучшие условия, иногда питомцы могут умереть.
Но чтобы не заканчивать это видео на печальной ноте, я покажу вам своего старого скорпиона. Он уже очень давно у меня живет, и с ним, слава богу, все в порядке. Эти скорпионы очень неприхотливы, и если вы решите завести скорпиона, то советую начать именно с такого черного скорпиона, а не заводить сложные редкие виды. Посмотрите, как он схватил таракана в челюсти и держит его как сигарету, даже не придерживая клешнями. А теперь он ищет укромное место, чтобы спокойно покушать. А еще я жду, когда из коконов муравьиных львов появится взрослое насекомое с крыльями, и я обязательно покажу вам это. Так что, друзья, подписывайтесь, кто не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а на сегодня все. Всем пока!